Добрый день, дорогие подписчики нашего YouTube-канала Na'Vi, зрители и, естественно, читатели сайта navi.gg. Со мной Андрей, капитан команды Flipside, Blade. Опять же, человек, который на самом-то деле не требует представлений, скажем так, лидер украинской CSGO сцены уже на протяжении десятков лет, можно сказать так. Более 15 лет или там 14 Андрей играет в CS. Андрей, что у команды пошло не так? Не знаю, наверное, по большей части это просто был не наш день сегодня. И вообще какой-то кармический турнир для нас нам дико не везло, в первую очередь, конечно же. То есть карты были выбраны рандомом, вообще не те, которые мы хотели, в принципе. И соперники вычеркнули все те карты, которые мы с ними собирались играть. И первый, и второй соперник. Вот. И второй фактор, конечно же, это очень плохие компьютеры. То есть я почти уверен, что к концу турнира многие команды будут эту мысль выражать, потому что очень часто бывает во время игры такие микролаги, когда ты просто зависаешь на 1 секунду и не можешь, просто зависаешь на 1 секунду. И так бывает там каждые 3-4 минуты, например. И чисто просто, конечно, падение FPS при каких-то экстремальных ситуациях во время игры. Учитывая то, что все давно уже купили себе, приобрели довольно-таки мощные компьютеры, чтобы соответствовать уровню других команд, потому что все матчи идут в онлайне, приехать сюда и сыграть 2 карты или такой резкий контраст, адаптироваться тяжело. Само собой, все играют в равных условиях, бла-бла-бла, но сам факт, что турнир такого масштаба, то есть компьютеры, их мощность вообще не соответствует никак статусу турнира вообще. А с чем ты это сможешь связать? Вот твои какие-то догадки вообще? Я сам не понимаю, как могли орги, например, конкретно у меня было во время игры там 120 FPS. А ты конфигурацию можешь сказать? Может, ты смотрел там Там процессор? Радионы просто я в них не сильно разбираюсь, видеокарта. А сам процессор Процессор какой? какой-то i7 точно, какой-то 3 или 4, я не помню. Но Но что-то было плохо настроено в любом случае. мы не разобрались, в чем проблема, но по факту было 120-150 FPS во время каких-то перестрелок. Ты привык играть там 200, там 50, 300, и тут тебе нужно сыграть одно best of 1, и какой-то критический момент, маленький, во время там, ситуации 3 в 1, там, не знаю, 2 в 2, ты можешь просто не убить игрока. Все эти микромоменты не решают, все нюансы, детали. И Хорошо, ты сказал по поводу карт. Вначале ты сказал, что вот неудачливый день, теперь потом про карты. Но не считаешь ли ты, например, что это, скажем так, ошибка тебя как капитана или Джон ты как тренера, что вы рассчитывали играть одно, играли совсем другое? Конечно, здесь оба фактора влияют. В первую очередь, всегда, конечно же, это ошибка наша, что мы проиграли ветопик, получается. Они нас просто перепикали, по сути, если так правильно говорить. Но А почему так случилось? Вот вы готовились, например, начнем с ТСМ. Мы готовили Train Mirage, например. Готовили как свои карты. Да, мы даже не думали, что они будут нас бояться. Хорошо, подожди, давай вернемся вот именно к бану карт. С ТСМ мы черкнули Overpass, это самая сильная их карта. А они же в ответку вычеркнули Train Mirage. Train Mirage — это как раз таки те карты, которые вы планировали Кобл — играть. это их стандартный ветобан, а они черкнули еще Train Mirage, те карты, которые мы, в принципе, ожидали с ними играть. Хотели, потому что они, конечно, по большей части черкаются со многими. То есть они именно четко подготовились к этому турниру, они даже нас, то есть топ-команды Тир-1, они особо не думают о там, Тир-2 командах практически никогда. А тут они именно настолько на полном серьезе построились не под свои сильные карты, а под наши слабые карты. Вот что для нас было неожиданно. То есть в этом случае, конечно, да. Но если брать так все глобально, что там мы виноваты больше в этой части, конечно, мы виноваты, но у нас просто не было особо много времени подготовить 6 карт. Вот в чем проблема. То есть у нас был избыток времени, потому что куча лиг. У нас особо тренироваться, дней отдельных для тренировок нет, а мы их выделяем, стараемся чистить график, чтобы были конкретные дни для тренировок, но их было очень мало. И мы подготовили там конкретно вот карты Mirage, Train как раз таки, и Overpass Inferno так на уровне.
Вот. И мы на этих картах там обыгрывали там Непов, играли там ничью с Virtus.pro, там, то есть несколько раз периодически. И то есть мы подошли не просто не в наилучшей форме. Это наверное, будет самая главная причина нашего поражения. Мы были вообще не в наилучшей форме к этому турниру, потому что не было буткемпа, не было достаточно игр сыграно на праках. Того графика, который нам хотелось бы, его не было просто. Считаешь ли ты, что, опять же, времени, скажем так, перед будущими турнирами настолько много, что вы все-таки вот позволили себе, ну вот, не максимально подойти к этому турниру, то есть не отказаться от какого-то количества лиг вот специально, там, заблаговременно, все-таки сделать этот буткемп. То есть, по сути, вы проиграли, и в принципе, ну, нельзя назвать этот результат хорошим, да, но переживать не стоит, да, то есть можно в любом случае, опять же, сделать выводы, как это всегда делают многие команды, идти вперед этим же составом и уже стремиться побеждать на турнирах в 2016 году. Ну, это, конечно, такой вывод можно делать всегда. Это самый такой крайний вариант, который сделает, наверное, любая команда в данном случае. Но... Не, но многие команды после мейджора все-таки там выгоняют людей из состава. Плане, что... Многие считают, что, блин, опять мы проиграли мейджор, это так было важно, вот, и вот нужно все-таки что-то менять кардинально. Нет, я бы так не сказал, потому что мы не показали свой весь потенциал, мы в первую очередь не показали весь свой потенциал, это факт. Мы не были готовы на максимум к этому турниру, это 2, точно. И, конечно же, я бы не выделял каких-то там отдельных личностей, из-за которых мы проиграли этот турнир. Вот. Я к нему отношусь, лично я, так немного скептически только потому, что мне понравился факт того, что компьютеры были вообще ужаснейшими. То есть для меня это уже как бы тот фактор, что я могу сразу для себя могу сказать, что ребята, не переживайте, все, этот турнир был для нас был херовый только поэтому, потому что вы не смогли показать свой потенциал в стрельбе там и там, и там. Это не было главной причиной, но как минимум, если это присутствует, то уже можно съезжать на это. Вот. Но мы главные свои причины поражения мы для себя, конечно же, открыли, у нас еще будет беседа на эту тему. Вот. Мы в первую очередь не были готовы на максимум к этому турниру. Мы должны были, как ты говоришь, отказаться от какой-то лиги, само собой. То есть это уже тоже в этом плане наш косяк 100%. То есть идеальный вариант был бы отказаться от какой-то лиги и выделить вообще 2 недели чисто тренировочного процесса и каким-то образом попробовать создать буткемп, чего мы, в принципе, не могли никак сделать. Мы пробовали, не могли найти место, где потрениться. Одна компания там с ней не получилось, потом в Киеве мы там, в клубе, в котором мы тренились, там не те условия не рабочий вообще процесс там будет. Вот. То есть как-то все шло просто не по маслу в нашем случае. И на турнире тоже все пошло не по маслу. Карты все пошли не те. То есть если брать процент удачи, у нас он был нулевой. Вот если так говорить. То есть она не решила все, но одного даже не было даже 1%, скажем так. То есть... Команда едина вот с твоим мнением вообще все? Нет, конечно, у нас просто в игре многие игроки, у них вообще типа немного, как сказать так правильно, у них на все другое мнение, скажем так. То есть на молодых игроков свое мнение, типа, они без опыта, без знания того, что там знаю я, знает Ваня, знает Егор Маркелов, то они часто могут начать с нами спорить на какие-то типа то есть, по сути, фундаментальные темы. Бондик и Давкост могут сказать, мы проиграли, потому что ты не тащил? Не, у нас такого вообще нет. У нас статистика редко типа выплывает в серьезных разговорах. Это командная игра, и все в конечном итоге все опирается в конкретные какие-то вот глобальные ошибки. То есть вот этот раунд, взяли бы его, была бы экономика такая. Взяли бы следующий раунд, там, следующая ошибка, проиграли этот раунд вот здесь. Ну и большинство раундов мы отдавали и в той игре. Ну, ТСМ это вообще, конечно, топ-1 команда в данный момент, с ней тяжело бороться, но мы дали бой на другой карте, конечно, посерьезнее. Но если брать Mouse Sports, то мы больше отдавали раунды, чем они брали их. Мы отдали раунд там 3 в 1, когда
парень, мы дефузили бомбу, не было дефуза. Каким-то чудом опять это был 4-й бай-раунд, в котором, как правило, нет дефузов. Это был именно этот момент, что нужно было вот именно в этот момент остаться 3-1 против типа, у которого у нас не было дефузов. Он чудом убивает одного, там секунды не хватает там, второму. Там, потом следующий раунд там тоже мы отдаем, по-моему. Тебе не казалось, что вот Small Sports вы очень сильно нервничаете? Потому что я запомнил один раунд, когда вы за дефенс, сначала Бондик на пленте за машиной начал, вы вчетвером против 3 игроков команды Small Sports, Бондик начинает жать сэмки по чуваку, который заходит с банана, причем в тело топит очень серьезно и вообще не попадает, там буквально один патрон, а потом ты заходишь на эту же позицию и сразу отлетаешь от хедшота. Это был, да, по-моему, да, там Go-B. Вот этот раунд, как бы тоже вот мы его обсуждали, типа, то есть я говорю, что я там на нормальном компьютере я бы этого Go-B увидел сразу. Здесь как-то все у тебя дрожит, все как-то крутится, вертится, периодически лагает, тебя убивает Go-B, они берут раунд. То есть таких раундов было очень много на самом деле. Ну и опять же тот же пик с Small Sports. Мы никак не ожидали, что они ставят оверпасс. То есть они в интернете там, выиграли у Нави на Мираже, например, да, недавно, ну, это буквально за день до выезда. Они на Кобле, это их главная карта, которую они пикают. Мы же эту карту в последнее время проигрываем, они ее зачем-то убирают. То есть, да, они нас в итоге каким-то образом перехитрили, но мне что-то кажется, что это просто какой-то то ли их испуг, они вряд ли настолько там заморочились. Это не та команда, которая заморачивается. То есть нам как-то так совпало, что все, они побоялись играть эти карты, Инферно не проиграли, видимо, не чувствуют неуверенности, Кобл они чернули. Сам не знаю вообще, до сих пор для меня загадка, почему они чернули Кобл. Это их пик со всеми командами в онлайне. Каждый раз пик это Кобл для них. Если нет кэша, они берут Кобл. А мы Кобл, наоборот, черкали в последнее время. И тут они его убрали. То есть у нас был план готовый, там вот четко, на 4 карты тяжело план подготовить, это очень много информации. Это за день тебе нужно столько всего проработать. То есть мы отталкивались от вероятного. То есть это будет, скорее всего, Кобл либо Инферно. Они еще, Инферно карту хорошо играют. И это их карта. И тут, выпадает рандомом оверпасс. И даже не Мираж, там же Мираж оставался еще, понимаешь? То есть нам везение 0%. То есть там, где могла система помочь, да, Мираж, она вам не помогала. Планирует ли Flipside как организация, возможно, для вас какую-то базу открыть постоянную? Вот ты на Bootcamp жаловался. Может быть, есть такая возможность или будет в будущем? Это огромное финансирование. Просто Flipside, это наши владельцы, они пока что инвестируют все, по сути, со своего кармана это все делают. И ждут такой отдачи в первую очередь. И пока что точно не планируется. То есть у нас должны были быть договоры там, вот, перед этим чемпионатом с другими компаниями, и мы бы тренировались бы там в Германии, например, буткемп у нас был бы, но... Компаниями в плане компании с Flipside договориться? Буткемпы со всякими студиями, типа вот, формата TV, типа такого. То есть мы должны были сотрудничать с ними, и мы бы там снимали какой-то контент, бы там, что-то типа такого, да, интервьюшки. Там, короче, сотрудничество типично. И мы бы там, был буткемп. Это был бы, конечно, огромный плюс. Но по-прежнему очень сильно расстраивает тот факт, что ты приезжаешь на турнир такого уровня, и ты все равно играешь, как будто ты играешь там в Воронеже. Понимаешь, это вообще-то дико нелепо получается. То есть я, например, вот в этом плане. Если сравнивать вот с ESL, то есть там было все получше? В ESL было все идеально. Так скажем, да, там на ESL было все круто. То есть еще есть только маленький фактор, что мы играли свои игры чаще всего там, в час, там, в 12, в 2, когда мы привыкли играть вечером. Это, конечно же, никак на это повлиять нельзя, это кому как повезет уже. Прошлый Кёльн мы играли вечером, сыграли довольно-таки неплохо. Я очень часто всегда вообще в своих там блогах всегда вообще на это обращал внимание, что игроки все тренируются вечером, а бывают утренние игры, когда твои биоритмы абсолютно не подстроены под... Ты не готов к этому. Ты просто не готов. Поэтому очень часто и спать там заблаговременно когда тренируешься, пытаешься лечь спать пораньше, чтобы как-то привыкнуть к этому режиму. Какие будущие планы в итоге? Состав все-таки будет держаться, все хорошо, как ты считаешь, будет у Flipside? Сложно сказать. Мне такое ощущение, что наши владельцы не очень довольны нашим выступлением. И у нас, возможно, будет какая-то беседа на эту тему. Мы пока еще на эту тему не разговаривали.
мое личное мнение, что этот состав, в принципе, в десятку он может входить легко, в принципе, в десятку. То есть мы можем обыграть Mouse Sports в хорошей форме. У нас есть потенциал обыграть такие команды, как Mouse Sports. Можем обыгрывать Dignitas. Мы с обеими этими командами, в принципе, часто выигрывали у них, часто боремся с ними. Вот. Поэтому с ним можно работать. И он тут не было такого прям, что мы все вложили в этот чемпионат, и мы проиграли, и поэтому надо его менять, состав. Такой мысли у нас точно нет. То есть пока что, я думаю, первое Кстати, время... забыл спросить, вот буквально после вашей игры или там через одну играли бразильцы с натиками, и бразильцы обыграли их. И вот не считаешь ли ты, что бразильцы как раз-таки для твоей команды, для Flipside, могут стать примером того, как, по сути, темная лошадка, команда, которая там в какой-то момент была за десяткой, ну вот просто взяла и как-то вот выросла, потому что сейчас, если честно, редко бывает, когда кто-то там, по сути, из ниоткуда берет и потихонечку, но все-таки растет медленно, и вот сейчас уже они обыгрывают прошлых чемпионов мира. Ну, мы давно за ними следим, в принципе. Мы играем там периодически с ними, когда они приезжают в Европу, буткемпимся. И да, в принципе, это та команда, которая упорством своим и кропотливыми тренировками с каждым, видно, что с каждым днем они улучшают свою игру, все лучше и лучше становятся. Это да, это пример для других команд, что можно не быть топ-тир-1 командой, можно просто собрать хороший коллектив, который друг друга будет уважать, доверять, и они будут после каждого поражения становиться сильнее, они наоборот хуже, не будут ссориться. Вот. Но я как в принципе ставил больше на Luminosity, чем на Fnatic, потому что Fnatic в последнее время что-то у них в коллективе не ладится, по-моему. Так это выглядит, что это даже выглядит не как спад мотивации, а какой-то разлад внутри командный. Так оно выглядит. Вот. Есть какие-то детали? Нет, подробностей вообще не знаю. Это мое личное мнение вообще со стороны визуально, как спектатора. Когда смотрю их игры, так все резко. Там кто-то кого-то не подсадил, и ты так оп, сразу Нет, только знаешь, кошка пробежала. контраст. Но ты когда смотришь игру Fnatic, видишь слаженность какую-то, там, коммуникацию хорошую, видно, что вот тут один момент, третий момент, микромомент, раз, два, три, четыре. Ты понимаешь, что вот так прокрутил в голове, это все типа цепочка событий, сошел в пазл. Ты понимаешь, что здесь была отличная там типа коммуникация, здесь ребята отработали, там готовили это, там ингейм лидер что-то там проговорил, они это сделали четко. А потом резко пошел какой-то контраст, и Fnatic начали всем проигрывать. Мы видели это в онлайне. И другого объяснения, как что-то реально типа какая-то дизмораль, может, у них внутри команды. Ну, мне кажется, какие-то ссоры все-таки есть. Скажи, для тебя в сравнении с Counter-Strike 1.6 в CSGO больше или меньше решает индивидуальная игра? Ну, знаешь, индивидуальная игра. Ну, то есть, по сути, опять же, если брать пример Fnatic, есть 4 жестких стрелка и капитан Pronox, на которого многие жалуются в плане индивидуальной игры. Считаешь ли ты, что этот вариант еще работает и будет работать, и, по сути, всегда будет работать? Или все-таки можно вообще 5 жестких и там тренер сзади, координатор, или просто 5 жестких без тренера, но вот именно, что все заточены на нереальное им? Я всегда как бы говорил так, это факт, это даже может не опровергается никак. Если у тебя есть 5 эймеров, против них собираются такие же 5 эймеров, потому что эйм доводится до совершенства путем задротства обычного. Доводится элементарно. Микро игрока, как он микрит, какие у него, насколько четкие он принимает решения, насколько качественные решения, насколько быстрые решения. То есть эти 3 фактора в микро решают. Если играет 5 игроков одинакового уровня микро и аима там, и с другой стороны 5 игроков там, то решит третий фактор. Это тимплей, коммуникация, ингейм лидер, коллинг. Да, это понятно, но есть, ты как говоришь, ни крути, элементарно фиксится, но, например, у флипсайдов, если брать, сравнивать каждого игрока отдельно, в плане там аима, индивидуальной игры, какое-то понимание, и игрока команды TSM или Fnatic, знаешь, как на HLTV ставят больше-меньше значки. Если отвечать на вопрос,
что насколько разница между CSGO 1.6 насчет индивидуальной, насколько индивидуальная игра важна в этих играх, правильно? Да, ну и будет ли решать схема все-таки одного Пронокса, капитана, да, Пронокса, условно говоря, который там играет на уровне, стреляет, но он при этом не может раздать как Если у GV. 5 эмеров не будет ингейм лидера, они не смогут выиграть у других 5 эмеров, у которых есть ингейм лидер. И эта схема никогда не уйдет, всегда будет ингейм лидер. Потому что их сможет обыграть команда Luminosity Gaming, которые просто играют качественно на тимплей. Хорошо, а И схема дисциплина координатора внутри. за спиной. Например, если Джонто станет координатором, а ты переключишься на АИМ. Схема координатора за спиной, это, мне кажется, вообще имбаланс, мне кажется. Я когда был тренировал, был ингейм-лидером Hell Raiders на DreamHack, я как бы это увидел. Если ингейм-лидер правильно будет все, правильно будет реагировать на ситуацию в игре и делать правильные выводы, анализ. Может он это очень делать? быстрый. Если он это будет делать, и он это будет правильно делать. Но он может это делать. Это Про реально? Джонту? Нет, вообще это реально? Конечно, реально. Как это может быть нереально? Конечно, это реально. Ему удобнее. Он даже не играет. Хорошо, если ты это все прекрасно понимаешь, планируешь ли ты переключаться на Джонту как ингейм-лидера, а сам будешь аимером? к Ну, ты же примеру? понимаешь, что ингейм-лидеров как бы хороших немного. Так можно кому угодно сказать. Давай, Не, ну типа, то есть ты там понимаешь, что ну, ты готов, опять же, например, как тест, вот Нави, например, да, после серии провалов решили Старикса сделать ингейм-лидером. Ты, например, после второго проигрыша, например, можешь... Ваня вообще отличнейший тренер, у него отличная работает голова и Но. мышление. И у нас только потому, что у меня сразу сошлись с ним взгляды на Counter-Strike. Я как бы заранее это понимал, помню, что там с ними боролись там, и я... А, кстати, не чувствовал. считаешь ли ты, что это, наверное, плохо, может быть? Что вот было бы классно, если была все-таки конкуренция. Хорошо, иначе бы у нас было бы много ссор, и тренер был бы тогда не нужен, понимаешь? Тренеру, тогда мне пришлось бы объяснять тренеру, ты что, не понимаешь? Там, Ну а если вы вдвое сходитесь в чем-то неправильном? Не, вот поверь, мы с ним сходимся очень правильно, и то видение, которое у нас есть, его, наверное, мало у кого есть. Просто если наши игроки будут слушать четко. То есть у нас происходит так, мы говорим, полностью продумали план игры против соперника. Мы его проработали, подготовили, рассказали. Игроки делают не то вообще абсолютно, и мы проигрываем. А соперник делает именно то, что мы хотели, и то, что мы хотели сделать, оно бы сработало 100%, но наши игроки не могут как бы это все усвоить так, как мы это хотим, понимаешь? То есть мы, наверное, больше будем работать над тем, чтобы они это все... Кто самый послушный в команде в этом плане? Маркелов, наверное. Конечно, самый опытный. Он понимает, насколько важно то, что там, мы рассказали. Он понимает, насколько важно там ситуации, там, не знаю, 3 в 1, сыграть максимально аккуратно. Ну, чаще всего это происходит у него. То есть он больше самый, как я сказал, дисциплинирован. Наверное, так, да. Я понял. Я надеюсь, понравилось наше интервью. У тебя есть какие-то слова, приветствия, благодарности спонсорам? Спасибо всем фанатам, которые нас поддерживают. То есть мы очень сами расстроены таким паршивым выступлением и просим, конечно же, извинений за такую паршивую игру. Но, как я уже сказал, было много факторов, которые не позволили нам сыграть на наш максимум. Вот. Спасибо нашим спонсорам. Navi.gg. Подписывайтесь на YouTube.